Вы знали, что втирку можно использовать для декорирования френча? Сегодня буду экспериментировать. А если вам стало интересно, тогда присоединяйтесь ко мне в мой мир ногтей. Сегодня буду делать коррекцию. В своей работе буду использовать акригель и гель. Я часто использую 2, а то и 3 системы для моделирования. А вы часто экспериментируете с материалами или же используете все материалы с одной линейки? Этим ногтям 4 недели, клиентка относила их достаточно хорошо, но пора уже их снимать и делать новые красивые ногти. Для начала укорачиваю свободный край, далее спиливаю почти весь старый материал. Для этого использую твердосплавную фрезу с черным маркером. Снимаю материал всегда на максимальных оборотах моего аппарата. Насадка вращается по часовой стрелке. Теперь пилкой 180 грит сужаю свободный край. Пилкой 240 грит опиливаю поверхность. Убираю мелкие отслойки, а также снимаю блеск с натурального ногтя. Для раскрытия проксимальной складки использую пушер. Фрезой пламя с острым носиком, включив 15 тысяч оборотов, сначала на форварде, затем на реверсе, очищаю и приподнимаю зону кутикулы и боковых валиков. Обязательно проверяю, чтобы ногтевая пластина была чистая. В ином случае при попадании твердого материала на остатки птеригия в носке появятся воздушные карманы. Обрезаю ножницами кутикулу. Я уже нанесла вспомогательные жидкости, дегидратор и бескислотный праймер. Когда праймер подсох на воздухе, приступаю к базовому покрытию. Использую базу для гель-лака. Наношу ее сразу на все 5 пальцев и отправляю руку в лампу. Подсушив базовое покрытие в лампе примерно 15 секунд, приступаю к выкладке ногтевого ложа. Для выкладки ногтевого ложа использую акрилатик от Cosmo Profi. Клиентка выбрала более светлый оттенок розового, так что начинаю выстраивать ложи. Смоченной кистью в спирте разглаживаю акригель. Слежу за тем, чтобы твердый материал не выходил за границы базового покрытия. Этот акрилатик ведет себя очень послушно в работе. С ним достаточно легко справиться, не нужно делать лишних движений. Когда ложи смоделированные, отправляю руку в лампу до полной полимеризации. Затем тщательно вытираю липкий слой спирта. Пилкой 150 грит придаю четкости линии улыбки.
Но теперь самое интересное. Приступаю к декорированию френча. Ярким гель-лаком провожу линии улыбки для создания контраста между ногтевым ложе и декоративным френчем. Пока гель-лак подсыхает в лампе, делаю замес для первого слоя нашего френча. За основу беру белый гель, добавляю каплю ярко-малинового гель-лака, тщательно все перемешиваю. Выкладываю замес хаотично в разных углах свободного края. Обязательно делаю рельеф, чтобы при опиле появился красивый узор. Отправляю в лампу на промежуточную просушку. Расставляю точечно белый гель по свободному краю и отправляю руку в лампу. Теперь делаю следующий замес. К прозрачному гелю добавляю совсем каплю малинового гель-лака. Перемешиваю, а затем добавляю втирку. Этим очень красивым замесом заполняю все пространства на свободном крае. После полной полимеризации вытираю липкость и приступаю к опилу. Теперь твердосплавной фрезой с черным маркером опиливаю поверхность ногтя. Это, конечно, можно сделать и пилкой, но зачем делать лишние усилия, если у нас есть замечательные помощники, которые упрощают нам работу. Фреза вращается по часовой стрелке на максимальных оборотах. Тонкой керамической фрезой кукуруза на форварде выпиливаю остатки голубого френча и натуральный ноготь. Пилкой 180 грит придаю форму и подпиливаю нижние параллели. Опиливаю поверхность ногтя, сглаживаю все неровности после опила фрезой. Маленьким шариком с красным маркером шлифую срез. При этом мой аппарат включен на режим форвард и скорость примерно 5-7 тысяч оборотов. А на завершение осталось перекрыть ногти топом с двух сторон. Обожаю этот момент, сразу становится видно весь дизайн. Этот дизайн напоминает мне сладкую конфетку, так и хочется скушать. А как вам такой дизайн? Сделали бы себе такие ногти в отпуск?
Пишите свое мнение в комментариях под видео. А все, кто влюблен в выкладные френчи, как я, переходите по ссылкам и вдохновляйтесь.